Но с его точки зрения весь мир выглядит серым. Он нигилист и верит в свой девиз: если что-то не нужно делать, он этого делать не будет, а если что-то нужно сделать, он сделает это как можно быстрее и эффективнее. Он живет в современной Японии со своей семьей и является абсолютным одиночкой, который ненавидит, когда его втягивают в какую-то деятельность. Это очень похоже на тебя, не так ли? Сегодня первый день в школе, и он решил, что проведет все эти годы в одиночестве, тратя как можно меньше энергии и не ввязываясь в бессмысленные затеи, которые в итоге ни к чему не приведут. Он заходит в кампус и сразу же видит энергичных учеников, которые приветствуют новичков и пытаются завлечь их в свои клубы. Он проходит мимо них, кладет обувь в шкафчик и идет в свой класс, где встречает Сатоша, своего лучшего и единственного друга, который знает его почти всю жизнь и знаком с его причудами и философией, что нужно прилагать как можно меньше усилий для достижения чего-либо. Он подбадривает его перед новым учебным днем, ведь это открывает бесконечные возможности, но Хатара отказывается проявлять хоть немного энтузиазма. Он спрашивает, почему Хатара все еще ходит в школу, ведь он из тех, кто сразу же уходит домой, как только уроки заканчиваются, но Хатара со вздохом протягивает ему письмо. Сатоша открывает письмо от сестры Хатара, которая сейчас находится в Индии. Она написала ему письмо, которое пришло вчера, и просит его вступить в литературный клуб, потому что обычно туда никто не ходит. По ее словам, с каждым годом все меньше учеников хотят вступить в клуб, и она боится, что его скоро закроют. Она утверждает, что у нее особая связь с этим клубом и просит его вступить, чтобы клуб не закрылся. Хатара очень любит свою сестру и в итоге соглашается. Такаши уверяет его, что никаких трудностей не будет, потому что в литературном клубе больше никого нет, и если он туда вступит, то будет заниматься в классе один. Это немного радует Хатара, потому что ему не придется тратить силы на разговоры с кем-то еще, и он прощается с Сатоша, а затем идет в учительскую за ключом. Он приходит в класс, отведенный для литературного клуба, и радуется, что он находится в самом дальнем углу школы. Он вставляет ключ в замок и открывает дверь. Войдя в класс, он с удивлением видит, что за окном стоит невысокая девушка с черными волосами. Она оборачивается и подходит к Хатара, представляясь как Иру. Она говорит, что уже знакома с Хатара, потому что они вместе были на вводной лекции, и это шокирует Хатара, потому что там было много людей, а он даже не заметил Иру. Она говорит, что пришла в клуб по личным причинам и спрашивает, не Хатара ли тоже пришел в клуб. Но он быстро отказывается, говоря, что у него нет ключей, потому что теперь, когда в клубе есть член, он будет жить дальше, и вам не нужно будет вступать в какие-либо клубы. Он разворачивается и уходит, сказав ей, чтобы она заперла дверь, когда будет уходить. Но она говорит ему, что не может запереть дверь. Он спрашивает, почему, и она отвечает, что у нее нет ключей. Но Тайра смотрит на нее в замешательстве и достает ключи из кармана, протягивая ей. Он спрашивает, как она заперлась, если у нее не было ключей. Она в замешательстве смотрит на него и спрашивает, была ли дверь заперта. Хатару понимает, что она не знала, что была заперта, и это вызывает у девушки любопытство, потому что она хочет разгадать тайну, как дверь могла запереться, если у нее не было ключей. Сатоши тоже заходит в класс, чтобы проверить Хатара, и Эберли оказывается вовлечен в эту тайну. Хатара снова пытается уйти, но девушка хватает его за руки и просит помочь ей разгадать эту тайну. Это заинтриговывает Хатара, который никогда раньше не испытывал ничего подобного. Он соглашается и спрашивает, не заметила ли она чего-нибудь подозрительного. Она отвечает, что незадолго до того, как она вошла, она услышала какой-то звон, и когда они прислушались, то услышали звон. Они выходят и видят уборщика, который закрывает все незанятые комнаты, потому что у него есть ключ от всех дверей. Они понимают, что уборщик, должно быть, подумал, что комната пуста, потому что она находится в отдалении, и закрыл ее, не заметив, что Эру заперлась изнутри. Эмми довольна, что узнала правду, и они вместе идут к своим шкафчикам. Она спрашивает Сатоши, не хочет ли он присоединиться к клубу, и хотя у него уже есть несколько клубов, он соглашается. Патара пытается сказать, что не хочет, но Эру снова хватает его за руку и просит присоединиться. Патара тает от ее прикосновения и в итоге отдает ей свою карточку, делая ее официальным членом литературного клуба. На следующий день Патара приходит в школу, и после уроков его заставляют остаться и написать сочинение, которое задали на дом. Сатоши смеется над ним, потому что он не сделал домашнее задание вовремя, но Патара отвечает, что просто забыл взять его с собой. Сатоши рассказывает ему о новой тайне в школе. По его словам, утром, когда шел дождь, на улице появилась девушка.
Она услышала красивую мелодию классической музыки, доносящуюся из музыкального класса, но там было совершенно темно. Она заинтересовалась и открыла дверь, но с ужасом увидела, что пианино пустое, а в комнате никого нет. Однако мелодия все еще играла, и ее сердце забилось быстрее, когда она начала подходить к концу. Как только мелодия закончилась, она почувствовала, как по спине пробежал холодок, и услышала скрежет. Внезапно из-под пола появилась фигура с растрепанными волосами и налитыми кровью глазами. Она с трудом встала и пошла к девушке, которая тут же захлопнула дверь и убежала так быстро, как только могла. Он заканчивает рассказ и с волнением смотрит на Хатару, но встречает такой же равнодушный взгляд, как и в прошлый раз, когда он начал что-то писать на листке бумаги. Неожиданно он спрашивает Сатоши, ходят ли слухи об этой истории по школе, и когда тот отвечает, что это довольно громкое дело. Он сразу же думает, что скоро к нему подойдет Уру и попросит помочь разгадать тайну. Он тут же достает листок бумаги и начинает что-то писать, а потом просит Сатоши рассказать ей выдуманную историю о тайном клубе. Однако Иру быстро прерывает его и говорит, что Сатоши рассказывал ему о какой-то очень известной школьной тайне. Она сразу же заинтересовывается, и Сатоши рассказывает ей о тайном клубе под названием «Клуб пауков». Это клуб призраков, и никто не знает, кто его члены и как их выбирают. Говорят, что они всегда оставляют объявление на доске, но каждый год его находят только избранные. Это сразу же заинтересовало ее, и она спрашивает, помогут ли они ей найти его. Батера в этот момент заканчивает свое эссе и говорит, что да, они помогут. Они все идут к доске объявлений на своем этаже и начинают искать, но ничего не находят. Наконец, Хатару предлагает спуститься к главной доске объявлений, и все соглашаются, что это хорошая идея. Они спускаются на первый этаж и видят, что доска объявлений заполнена плакатами всех клубов школы. Доска объявлений выглядит как поле боя, потому что все клубы хотят, чтобы их плакаты висели на видном месте. Они начинают внимательно рассматривать доску и почти под каждым плакатом находят что-то интересное, но вдруг их внимание привлекает Хатара и сообщает, что нашел объявление о клубе пауков. Он показывает ей маленький плакат, но она не очень впечатлена. Она говорит ему, что у нее такое чувство, что эта тайна вообще не была тайной, потому что в ней много пробелов. Но они понимают, что уже поздно, и решают разойтись. Сатоши и Хатара вместе идут обратно. Сатоши спрашивает, зачем он соврал и сделал плакат для клуба пауков, а потом повесил его под другим объявлением, пока никто не видел. Он смотрит на него и говорит, что просто не хотел идти в музыкальный класс, потому что он находится в дальнем конце коридора, а ему нужно было выйти из школы. Сатоши смотрит на него с восхищением и начинает смеяться, а потом спрашивает, знает ли он что-нибудь о тайне музыкального класса. У пианистки есть привычка спать прямо в комнате, потому что она не хочет тратить время на дорогу. Она закрывает окна в комнатах и ложится спать под классическую музыку, которая играет на магнитофоне. Когда музыка заканчивается, она просыпается. Поэтому, когда студентка открыла дверь в комнату, она никого не увидела за пианино, но услышала музыку. Когда музыка стихла, она проснулась с красными глазами от недосыпа и напугала бедную студентку до смерти. Сатоши с восхищением смотрит на него и говорит, что его энергосберегающие привычки будут подвергнуты испытанию, потому что Иру, похоже, единственная, кто может заставить его работать. Затем они расходятся по домам, чтобы немного отдохнуть. Прошел месяц с тех пор, как произошел последний инцидент, и Хатара, кажется, привык к такому распорядку. Большую часть времени он не возражает, потому что ему нужно только ненадолго зайти туда после занятий, сесть и почитать книгу, что ему даже нравится. Больше всего ему нравится, когда Иру не разговаривает с ним, а просто читает свою книгу. Но у нее появилась милая привычка угощать его домашними сладостями каждый раз, когда он садится читать. Однажды, когда он читал книгу после занятий и пил чай, Иру вдруг встала и сказала, что это не то, как должен выглядеть клуб. Патара смотрит на нее и говорит, чтобы она села и не тратила силы на ерунду. Но она жалуется, что их клуб слишком однообразный, и они никогда ничего не делают для развлечения. Патава смотрит на нее и говорит, что их клуб – это литературный клуб, а не спортивный, где нужно заниматься физической активностью. Но она настаивает и говорит, что они должны начать готовиться к школьному фестивалю. Атара говорит, что ему вообще не интересно участвовать в школьном фестивале. Иру говорит, что не хочет ничего слышать о том, чтобы не участвовать. Он устало смотрит на нее и говорит, что они тоже откроют какие-нибудь дурацкие киоски, как и любой другой клуб, но она отказывается. Она говорит, что у литературного клуба богатая история, и каждый год участники клуба создают антологию для фестиваля, и они должны сделать то же самое.
Хатара категорически отказывается и говорит, что не хочет тратить столько сил и лучше займется чем-нибудь попроще. Она продолжает приставать к нему и спрашивает, не думает ли Катара, что создание антологии это легче, чем каждый день выслушивать ее нытье. Тогда он соглашается. Он спрашивает, есть ли у нее какие-нибудь идеи о том, как это сделать, но она отвечает, что нет. Он спрашивает, как она собирается это делать, если не знает, как писать антологию, но она отвечает, что они просто найдут прошлогодние копии и научатся писать так же. Патера снова злится из-за того, что она заставляет его работать, но он ничего не может сказать, потому что она так старается. Поэтому они оба начинают искать прошлогодние сборники в комнате. Они не могут найти их в комнате, и тогда Хатара садится за свой стол, но она говорит, что они еще не закончили, и тащит его в библиотеку. Потому что там точно должны быть эти сборники. В библиотеке они видят девушку с короткими волосами, которая сидит за стойкой и, кажется, знает Хатара. Она делает недовольное лицо, когда он заходит. Она говорит ему, что если он пришел не за книгами, то ему здесь не рады, но он отвечает какой-то шуткой, чем злит ее. В этот момент в библиотеку заходит Сатоши, и Имара сразу меняется в настроении. Иру кажется смущен такой резкой переменой, но Хатара говорит, что Сатоши нравился Ибаре, когда они учились в средней школе. Сатоши парень с высоким рейтингом и может заставить любого человека покраснеть, просто заговорив с ним своим очаровательным голосом. Он спрашивает Катара, что тот задумал, и тот отвечает, что это скорее похоже на похищение. Потому что эта тупица Иру силой вытащила его из-за стола, где он с удовольствием сидел, чтобы не двигаться. Сатоши смеется и представляет Иру и Ибару друг другу, а Иру сразу переходит к делу и спрашивает, видела ли она прошлогодний сборник литературного клуба. Ибара смотрит на Хатара и ухмыляется, спрашивая, как такой неудачник, как он вообще попал в клуб, но как настоящий мачо он велит ей заткнуться. Она поворачивается к Иру и отвечает, что понятия не имеет об этих сборниках, потому что не видела их в библиотеке, но предполагает, что они могут храниться в хранилище. Иру спрашивает, можно ли посмотреть в хранилище, но она отвечает, что только библиотекарь может разрешить это. Хатару уже надоели эти разговоры, и как настоящий мачо он просто выходит за дверь. Однако его останавливает Иру, которая поклялась себе, что превратит жизнь этого бедняги в ад. Она говорит, что они подождут библиотекаря, и пока они спорят об этом, вмешивается Сатоши и просит Ибару рассказать о загадке, о которой она говорила раньше. Ватару думает, что это никогда не закончится. Ибара рассказывает загадку, которая заинтересовала Иру. Но Ибара начинает рассказ. Она говорит, что уже давно замечает странную закономерность в одной книге. Она объясняет, что каждую пятницу остается в библиотеке, и почему-то каждую пятницу во время обеденного перерыва кто-то берет книгу из библиотеки, а потом возвращает ее до конца дня. Это очень странно, потому что когда вы берете книгу, вы можете оставить ее у себя на неделю, а потом вернуть в библиотеку, но почему-то человек, который берет книгу, всегда возвращает ее в тот же день. Иру взволнованно спрашивает, можно ли ей посмотреть книгу, и Ибара достает для нее книгу в красивом твердом переплете с кожаным корешком об истории школы. Иру говорит, что книга выглядит очень красиво, и все соглашаются. Хатара тем временем пытается не обращать на это внимания и решает продолжить читать свою книгу, потому что хочет поскорее забрать сборники и вернуться домой. Но Ру не дает парню спокойно почитать и продолжает подсовывать ему книгу, а Хатара смотрит на нее так, будто хочет ее ударить. Он смотрит на книгу и говорит, что может быть это не так уж важно, и что некоторые ученики не будут ее смотреть в свободное время. Ибара, однако, говорит ему, что нужно посмотреть, кто берет эту книгу. Оказывается, каждый раз ее берет другой человек. Это странно, потому что почему разные люди берут одну и ту же книгу каждую неделю и всегда возвращают ее в конце дня? Это действительно очень странно, и даже Хатара кажется сбитым с толку. Но он не хочет тратить силы на такие вещи и пытается отмахнуться, но Иру продолжает приставать к нему, подсовывая книгу. Ибара наконец просит их успокоиться и не шуметь в библиотеке, и они сразу замолкают. Он с надеждой смотрит на Эру, думая, что она отстанет, но она не отстает и кажется очень решительно настроена заставить его помочь ей разобраться с этим делом. Наконец, Хатару сдается, понимая, что ему не удастся от нее отделаться, и что это будет пустой тратой сил. Ее глаза загораются, и она начинает по-настоящему волноваться. Он садится и, наконец, начинает думать, и говорит, что эта книга точно не для чтения, потому что никто не смог бы прочитать такую большую книгу по истории в то время.
Он утверждает, что книга используется для других целей, и спрашивает, есть ли у кого-нибудь идеи. Ибара говорит, что книги, если их сложить, можно использовать как подушки. Сатоши утверждает, что если привязать эту книгу к руке, то она может служить щитом. Хатара смотрит на них с презрением, но Иру, у которого мозги на месте, говорит, чтобы они перестали шутить, потому что очевидно, что книги будут использоваться не для этого. Хатара поворачивается к ней в ожидании хорошей идеи, но, увы, этот парень окружен людьми, у которых коллективный IQ как у кирпичной стены. Она отвечает, что лучше всего использовать такую книгу как средство для засолки огурцов, и Хатара, которому это надоело, велит им заткнуться, чтобы он мог подумать. Он напряженно думает, но не может понять, для чего еще можно использовать книгу, кроме чтения. Он начинает складывать кусочки пазла вместе, и первый из них-то, что все, кто брал эту книгу, были девочками, и все они учились во 2 классе. Он предполагает, что это может быть сигналом «да» или «нет». Например, если книга стоит вертикально, то это «да», а если она лежит, то это «нет». Ибира, однако, говорит им, что так быть не должно, и ведет их туда, где хранит все книги, и все они лежат в беспорядке. Теперь у Хатара нет ответов, и Ибара смеется над ним, потому что он ничего не может придумать. Но вдруг эта странная Иру начинает нюхать книгу как настоящая стерва. И Ибара пугается ее странного поведения, отступает назад, и тут Иру говорит, что книга пахнет краской. Ибара тоже пытается понюхать, но говорит, что ничего не чувствует. У Патара, однако, внезапно появляется идея, и он просит Иру кое-что проверить, но заставляет ее пойти с ним, что снова выводит его из себя. Но у него больше нет сил спорить, и он просто идет за ней. Он ведет их всех в художественный класс и говорит, что в пятницу там только один урок, на который приходят девочки из разных секций, и это факультативный урок рисования. Он считает, что каждая девочка, которая брала книгу, брала ее именно на этот урок рисования. Но остальные все еще не понимают, для чего была нужна книга, но Хатара говорит им, что они скоро сами все увидят, и заходят в класс. Как только они заходят в класс, они с удивлением видят, что почти на всех рисунках изображена девушка с книгой. Террell объясняет, что у книги красивая винтажная обложка из натуральной кожи, и она идеально подходит для использования в качестве декоративного элемента. Но поскольку никто из учеников не хочет носить с собой такую большую книгу, они просто берут ее в библиотеке каждую пятницу и возвращают в тот же день. Ибара и Иру в восторге от того, как быстро растет популярность Хатара, и, возможно, хотят, чтобы у него были их дети. Когда они возвращаются в библиотеку, то начинают болтать, а Хатара наблюдает за ними со стороны, думая, что это не то, чем он хотел заниматься в старшей школе. Ведь он здесь не для того, чтобы заводить друзей и вспоминать прошлое. Он просто хочет выполнить как можно меньше работы и поэтому собирается уходить, но Эру снова хватает его и говорит, что им нужно дождаться библиотекаря, потому что им нужна эта книга. Наконец приходит библиотекарь, и Сатоши представляется и спрашивает, видела ли она книгу, которую создал литературный клуб. Но она отвечает, что старых выпусков, к сожалению, нет в хранилище, и им придется искать их где-то еще. Иру расстраивается, услышав это, но Сатоши, как всегда жизнерадостный, говорит, что они скоро найдут книгу, и на сегодня все расходятся по домам. На следующий день рано утром Хатара звонит Иру и просит его встать в воскресенье пораньше. Оказалось, что звонила Иру и извинилась за то, что не могла подождать до следующего дня, а потом попросила Хатара встретиться с ней сегодня. Хатара пытается избежать этого разговора, но она начинает умолять его, и он не может ей отказать. Ближе к вечеру Хатара заходит в кафе и ждет Эру, попивая кофе, пока она опаздывает. Наконец она приходит в красивом платье и садится рядом с ним, лениво помешивая сливки в его чашке. Хатара смотрит на нее и спрашивает, о чем она хочет поговорить, а она пытается обойти эту тему, что его раздражает. Он просто встает и говорит, что уйдет, если она не заговорит, но она быстро останавливает его и говорит, что нервничает. Он спрашивает, почему она нервничает, и она смущенно смотрит на него и отвечает, что хочет кое в чем признаться. Хатара так удивляется, что теряет дар речи и просто слушает ее, а его сердце громко стучит, думая, что это признание в любви. Эру ходила вокруг да около, пока наконец не выпалила, что ей нужна его помощь в разгадке тайны. Хатара смотрит на нее пустым взглядом, понимая, что его разыграли, и она просто хочет, чтобы он помог ей с еще одной загадкой. Она рассказывает, что у нее был дядя по имени Сики, который учился в их школе 45 лет назад и даже был президентом клуба классической литературы. 7 лет назад ее дядя уехал в Индию, но потом связь с ним оборвалась, и его объявили пропавшим без вести. Было проведено несколько расследований, но никаких следов не нашли. Она говорит ему, что они с дядей были очень близки, когда она была маленькой, и он всегда проводил с ней время.
Ух ты, как странно. Но у нее остались очень теплые воспоминания о нем, потому что он был хорошим человеком и водил ее в парк играть. Он был очень умным и всегда мог ответить на любой вопрос. По ее словам, она могла спросить его о чем угодно, и он всегда отвечал, удовлетворяя ее любопытство и давая ей новые знания об окружающем мире. Она говорит Патаре, что он чем-то похож на ее дядю, что очень странно, но она считает, что он, как и ее дядя, может разгадать любую загадку, и почти на все вопросы у него есть ответ. Затем она переходит к сути. Она рассказывает, что однажды, когда она играла дома, она задала дяде вопрос. Но на этот раз вместо уверенного ответа и добродушного смеха, она услышала что-то очень напряженное и грустное, от чего расплакалась. Удивительно, но даже ее дядя был так расстроен, что даже не пытался ее утешить, а просто сидел неподвижно. В конце концов пришла ее мама и отвела ее в комнату, где она наконец уснула, устав от слез. Патера внимательно слушает, и она говорит ему, что дело в том, что она не помнит, что ей сказал дядя и какой вопрос она задала. По ее словам, все это так сильно потрясло ее в детстве, что она полностью вытеснила эти воспоминания из своей памяти и ничего не помнит. Она смотрит на Хатара и умоляет его помочь, но не успевает договорить, как он отказывается. Хатара понимает, что это очень важная часть ее детства, и если она вспомнит, что сказал ее дядя, это может изменить ее взгляды на жизнь. Он не хочет брать на себя такую ответственность, ведь это может изменить ее личность. Он говорит ей, что она может расспросить других и найти друзей, которые помогут ей. Она смотрит на него с грустью в глазах и отвечает, что уже пыталась. Она обошла весь учительский кабинет, спрашивая каждого учителя о своем дяде, но, к сожалению, никто из них не работал в школе достаточно долго, чтобы знать его. Она добавляет, что не из тех, кто будет рассказывать о своем прошлом первому встречному, потому что это очень личное, и она не хочет, чтобы люди знали. Она спросила его, потому что думает, что он очень похож на своего дядю и может думать так же. Он говорит ей, что у нее есть еще 3 года в старшей школе, и этого времени достаточно, чтобы самой вспомнить что-то подобное, но она отвечает, что хочет вспомнить, что сказал ее дядя перед похоронами. О ее дяде ничего не было слышно последние 7 лет, а теперь его собираются хоронить. Она хочет вспомнить, что он ей сказал, когда она прощалась с ним. Она опускает взгляд, пытаясь сдержать слезы. Патара смотрит на нее и чувствует себя так, будто она маленькая девочка, которая ищет в песке потерянную игрушку. Наконец он говорит ей, что поможет, но не будет нести ответственность за ее психическое здоровье. Она смотрит на него сияющими глазами и говорит, что все в порядке, и благодарит его. С того случая прошло несколько дней, и настало время промежуточных экзаменов. Во время промежуточных экзаменов все клубные мероприятия прекращаются, чтобы студенты могли сосредоточиться на экзаменах. Естественно, литературный клуб тоже временно закрыт, и Хатара почти не видит Иру, а проводит время только с Сатоши, который учится с ним в одном классе. Он просто готовится к экзаменам, ходит в школу, а потом снова готовится к экзаменам, пока не закончатся выпускные экзамены. Он возвращается домой, ложится на кровать и, наконец, расслабляется. Экзамены закончились. Он лениво смотрит на свой письменный стол и замечает письмо от ее сестры. Он открывает его и читает, что она сейчас в Стамбуле, не в городе, а в японском посольстве, потому что у нее проблемы с паспортом. В письме она спрашивает о Хатара, нравится ли ему литературный клуб и есть ли в нем еще кто-то кроме него. Она также говорит, что скоро будет школьный фестиваль, и что он должен подготовить к нему антологию, как это было принято в литературном клубе с самого его основания. На следующей же строчке она сообщает ему очень важную информацию, которая решает множество проблем, связанных с подготовкой антологии. Она говорит, что экземпляры прошлогодней антологии не найти ни в библиотеке, ни даже в хранилище. Они все находятся в сейфе с кодовым замком, который стоит в комнате клуба. Она добавляет, что он не заперт, так что они могут просто открыть его и найти то, что им нужно. Хатара очень рад этому, ведь нами пришлось бы искать прошлогодние антологии по всему городу. На следующий день они все встречаются в комнате клуба, и, кстати, оказывается, что Ибара тоже теперь член литературного клуба. У Патара будет куча девчонок. Он рассказывает им о письме и показывает его, и они тоже радуются. Но потом они оглядываются и понимают, что в их клубе нет сейфа с кодовым замком. Они начинают думать, что могло случиться, но Хатара спокойно говорит им, чтобы они не волновались, потому что каждый раз, когда начинается новый семестр, кабинеты, в которых проходят занятия клубов, меняются. Они быстро встают и решают пойти в учительскую, чтобы спросить, где проходили занятия клубов в прошлом году, но Хатара останавливает их и говорит, что уже спрашивал. И в прошлом году занятия литературного клуба проходили в лаборатории биологии. Обе девушки, кажется, впечатлены его быстрой работой, и они обе выходят из комнаты, чтобы посмотреть на лабораторию,
а Хатара садится и с удовольствием читает книгу, думая, что они наконец-то про него забыли. Но, конечно же, Иру возвращается и тащит его за собой. Хатара идет впереди, но когда он подходит к лаборатории, то замечает две маленькие коробки по обе стороны коридора, и это вызывает у него подозрения. Девушки, кажется, не замечают этого. Они стучат в дверь и зовут кого-то. Одна из них пытается открыть дверь, но понимает, что она заперта, и они ждут снаружи. Вдруг из двери выходит старшеклассник с длинными волосами, неловко улыбается и пытается закрыть дверь своим телом. Он говорит им, что в лаборатории сейчас находится клуб газеты, но сегодня он здесь один, потому что никто из других членов клуба не пришел. Хатара замечает, что от старшеклассника сильно пахнет освежителем воздуха и спрашивает девушек, зачем они пришли. Эро отвечает, что она президент литературного клуба и хотела забрать из комнаты сейф с их сборниками. Старшеклассник, кажется, вздрагивает при упоминании сейфа и говорит, что не видел никакого сейфа в комнате. Они говорят ему, что он должен быть где-то внутри, потому что в прошлом году в этой комнате был литературный кружок. Но старшеклассник снова твердо отвечает, что шкафчика здесь нет. В этот момент Хатара решает, что им пора уходить, и прощается со старшеклассником, но Ибара и Иру настаивают, чтобы тот заглянул внутрь, иначе им придется обыскать всю школу. Как только Ватара слышит, что им придется обыскать всю школу, он возвращается, потому что ни за что на свете не станет так утруждаться и тратить столько сил. Он остается. Эбера подходит к старшекласснику и говорит, что технически это все еще класс, и они могут заглянуть внутрь, если хотят. Старшеклассник задумывается, а потом хитро говорит, что они могут заглянуть, но только быстро и ничего не трогать, пока он работает. Он открывает дверь, и они заходят в класс. Первое, что замечает Хатара, это стол, заваленный бумагами, и радиоприемник на нем. Окно было открыто, и вентилятор тоже дул в сторону окна. Старшекласснику явно неловко, а остальные осматриваются. Наконец, Иру возвращается и говорит, что не нашла сейф, и что, возможно, его здесь нет, и это, кажется, немного успокаивает старшеклассника. Но Хатару останавливает ее и спрашивает, не перекладывали ли они что-нибудь, на что она отвечает, что они переставили несколько картонных коробок. Хатара быстро говорит, что им придется обыскать всю комнату, потому что там такой беспорядок, что они не знают, где что может быть спрятано. Старший сразу начинает нервничать и говорит, что у него нет времени на все это дерьмо, но Хатара тут же отвечает, что ему ничего не придется делать. Но он начинает потеть и говорит, что не хочет, чтобы его вещи трогали, потому что он очень занят. Хатара говорит, что они все вернут на место, но старший еще больше нервничает и говорит, чтобы он заткнулся и убирался из его клуба. Девочки, кажется, немного напуганы, но Хатару стоит и вызывающе говорит, что если он хочет, чтобы они ушли, то пусть один из сотрудников обыщет всю комнату сверху донизу в поисках их книг. Это пугает старшего до чертиков. Он начинает потеть и дрожать от злости и страха. Он смотрит прямо в глаза старшему и говорит, что ему нужно сходить в библиотеку и скоро он вернется. Он говорит старшему, что его интересуют только сборники стихов, и если он найдет их, пока его не будет, пусть оставит их в классе литературного клуба. Кажется, старший был в ярости, но он сдержался и сказал, что если найдет книги, то сообщит им. Он вышел на улицу, взял девочек с собой и попросил их немного подождать снаружи библиотеки. Через некоторое время они вернулись в свою комнату и, к своему удивлению, увидели, что на их столе уже аккуратно сложены старые выпуски сборника. Ибара и Иру начали просматривать тома один за другим, и тут Ибара посмотрела на Хатара и спросила, откуда он узнал, что у старшего есть эти книги. Он отвел ее в сторону и сказал, что то, что он сейчас расскажет, должно остаться в секрете. Он заметил инфракрасные датчики в коридоре, которые старший установил, и сразу заподозрил неладное. Когда он открыл дверь, то пытался что-то спрятать, потому что от него сильно пахло одеколоном, который он только что нанес. Более того, когда вы заглянули внутрь, то увидели, что окна были открыты, а вентилятор работал и был направлен в сторону окна. Хотя там лежала куча бумаг, которые могли легко улететь из-за вентилятора. Так зачем ему это делать? Внезапно Бар вспоминает про сигареты. Она говорит, что старший курил в комнате, и у него есть радиоприемник, который оповещает его, когда кто-то проходит мимо его комнаты. Он из очень престижной семьи, поэтому если бы его поймали за курением в школе, это было бы серьезным нарушением правил, и он не хотел бы опозорить свою семью. Хатара утверждает, что старший брат, должно быть, хранил сигареты и зажигалку в сейфе и спрятал их так, чтобы никто не нашел, поэтому он не хотел показывать, где они лежат. Ибара смотрит на него с восхищением, она и не думала, что он такой сообразительный, но тут в комнату заходит парень с максимальным рейтингом, Сатоша, одетый как чертов подсолнух.
Ибара рассказывает ему о найденных проблемах и показывает их, а Хатара переключает внимание на Иру, который очень внимательно рассматривает один из выпусков. Она смотрит на него, отводит в сторону и показывает выпуск, который называется Хиука. Она говорит, что об этом она спрашивала его дядю, и он сказал что-то, от чего она расплакалась. Она протягивает ему выпуск и говорит, что там несколько раз упоминается имя ее дяди. Она говорит, что 45 лет назад в литературном клубе произошло что-то ужасное, и Хатара начинает читать, что написано в выпуске. В нем говорится, что прошел год с тех пор, как Сики покинул школу, и он стал не только героем, но и легендой, и они всегда будут помнить его. Он пожертвовал всем ради общего блага. Она хватается за голову, говоря, что почти поняла, что он сказал, но это никак не приходит ей в голову. Хатара смотрит на номер выпуска этой антологии, и оказывается, что это второй выпуск. Поэтому он поворачивается к Ибаре, чтобы найти первый выпуск. Но она смотрит на него с удивлением и говорит, что первого выпуска нет в стопке. Эру кажется расстроена, что первого выпуска нет, но они решают вернуться домой, и по дороге Хатара спрашивает Эру, почему она не обратилась за помощью к Сатоши и Ибаре. Она отвечает, что не хочет, чтобы об этом знали многие люди. Но потом Хатара спрашивает, считает ли она их своими друзьями, и Эру тут же останавливается и говорит, что завтра расскажет им о своей проблеме. На следующий день она все объясняет Сатоши и Ибаре, и они оба очень поддерживают ее, и теперь главная цель клуба – выяснить, что произошло 45 лет назад. На следующее воскресенье они все решают пойти к Эру домой с кучей теорий и гипотез о том, что могло произойти 45 лет назад. Хатара, как всегда, ждет Сатоши и вдруг слышит вдалеке его эксцентричный голос, когда тот едет на велосипеде к нему. Он чуть не врезается в Хатара, который сомневается в своей ориентации, но говорит Сатоши, что он не такой и абсолютно натурал. Они оба едут на велосипедах в сельскую местность, подальше от городской суеты, и Хатара спрашивает Сатоши, нравится ли ему учиться в старшей школе, быть таким энергичным и счастливым. Сатоши замедляет шаг и говорит ему, что, конечно, у него тоже есть свои проблемы, но он старается быть как можно более позитивным и пытается найти хорошее во всем. Эру задумывается о себе и понимает, что он полная противоположность Сатоши. Он живет в сером мире. Не в том смысле, что он унылый придурки. Ему просто нравится жить однообразно и не хочется общаться с людьми. Они едут на велосипедах еще какое-то время и, наконец, добираются до дома Иру, который, мягко говоря, огромный. В доме достаточно места для моей неуверенности, но недостаточно для моей любви к вам, прекрасные идиоты, которые подписаны на канал. Они заходят в дом, надеясь, что их встретит милая горничная, но вместо этого видят Эру, который провожает их внутрь. Они проходят мимо множества древних рун, которые, кажется, сохранились с давних времен. Они подходят к руне, где уже сидит на полу Ибара. Все садятся за стол, и, наконец, Иру официально начинает собрание. Она говорит, что каждый из них расскажет свою теорию, а остальные решат, правдоподобна она или нет. Иру начинает первой. Она сделала несколько заметок и раздала листы всем присутствующим. Она начинает говорить, и ее теория заключается в том, что 45 лет назад, когда проходил фестиваль, какие-то хулиганы проникли на фестиваль. Начали приставать к студентам и даже воровать деньги из киосков, которые, должно быть, подготовили студенты. Тогда Сики, президент литературного клуба, выступил против их несправедливости и заручился поддержкой учеников. С их помощью он выгнал хулиганов. Пока все это происходило, он, должно быть, ударил одного из них, и это видел учитель. За это его выгнали из школы. Она заканчивает свой рассказ и с нетерпением ждет реакции друзей, которые говорят, что это маловероятно. И вот почему. Во-первых, панк-культура стала популярной 40 лет назад, а событие, о котором мы говорим, произошло 45 лет назад. Во-вторых, в школе строго запрещено продавать что-либо за деньги, потому что это делает учеников слишком меркантильными. Вместо того, чтобы создавать искусство, они начинают придумывать схемы заработка. Если нет никаких киосков, где можно заработать, как они проникнут на фестиваль и будут вымогать деньги? Эру садится обратно и говорит, что их доводы имеют смысл. Сатоши, король ризотто, плюхается на мат, спрашивая, можно ли им посидеть снаружи, потому что у него затекли ноги, а погода слишком хорошая, чтобы сидеть в помещении. Уру говорит, что они могут посидеть на веранде с видом на пруд, и Ибара с Сатоши с радостью соглашаются. Они пересаживаются, и следующий рассказчик Ибара начинает говорить. Она предполагает, что 45 лет назад школа, вероятно, боролась с правительством, которое пыталось контролировать школы, чтобы навязывать свою пропаганду молодым умам учеников и формировать лояльное электоральное большинство.
Но это должно быть изменилось, когда школа, включая учителей и учеников, стала единым целым и начала противостоять пропаганде, что привело к множеству забастовок и протестов. Среди всего этого Сики, должно быть, был настоящим лидером этих протестов, и если он попал в поле зрения правительства, то они, должно быть, воспользовались своей властью, чтобы его уволить. Хатара и Сатоши согласны с выдвинутой ею теорией, но также утверждают, что в ней есть некоторые несоответствия. Однако перед этим Сатоши говорит, что он очень голоден, поэтому Иру предлагает им пройти на кухню и обсудить теорию, пока она готовит онигири. Сатоши, конечно, очень рад, что Эру приготовила ему онигири, что бесит Ибару. Они все садятся за стол, и Эру начинает готовить красивые и вкусные онигири, которые они с удовольствием едят. Она очень хозяйственная, но Эбира все равно лучшая. Сатоши объясняет, что его теория тоже во многом совпадает, но не совсем. Он объясняет свою теорию, показывая кучу газетных вырезок. Он утверждает, что 45 лет назад борьба за власть шла не между правительством и учебными заведениями, потому что в то время правительство управляло страной в мирной обстановке. Главной борьбой за власть в то время была борьба между учениками и учителями. Должно быть, они заставляли учеников больше заниматься, а количество дней фестиваля пытались сократить, что привело к борьбе за власть между учениками и учителями, в которой Сики, должно быть, ударил учителя, что привело к его увольнению из колледжа. Он показал газетные вырезки о протестах, но Хатара утверждает, что это не может быть правдой, потому что протесты были в июне, а Сики выгнали из школы в октябре. Между этими событиями большой промежуток времени, поэтому его не могли выгнать из-за протестов. Даже Сатоши молчит, потому что у него нет никаких новых идей. Все смотрят на Хатара, который вдруг понимает, что он ничего нового не написал, потому что все, что он записал, уже обсудили другие. Они начинают давить на него, чтобы он высказался, и это его задевает. Он встает и спрашивает, где находится туалет. Иру говорит ему, куда идти, и он уходит. По дороге он замечает комнату, которая оказывается комнатой Иру. Он заглядывает внутрь и видит, что она усердно работает над теорией, и ему становится стыдно за то, что он ничего не сделал. Он заходит в туалет и решает, что тоже начнет серьезно работать над этим, и начинает думать, пытаясь придумать какую-нибудь теорию, которая могла бы разгадать эту загадку. Наконец, через пару минут он приходит к выводу, который выходит за рамки туалета. Он садится и говорит, что, возможно, что-то придумал, и все с нетерпением слушают его. Он говорит, что в этой загадке много движущихся частей. Во-первых, мы знаем, что инцидент произошел в июне, но Сики выгнали из школы в октябре, значит, между этими событиями прошло несколько месяцев. Во-вторых, инцидент произошел в школе, и мы знаем, что там были две противоборствующие фракции. Из ежемесячного информационного бюллетеня мы узнали, что соперничающими группировками были ученики и учителя. И по его словам, это произошло потому, что учителя отбирали у учеников право принимать решения и отказывали им в том, чего они действительно хотели. Если подумать, то есть не так много вещей, которые все ученики хотели бы получить в своей школе, и это школьный фестиваль, который дает ученикам возможность выражаться и быть достаточно креативными, чтобы взять ситуацию под контроль и каждый год создавать что-то новое. Это должно быть и стало причиной разногласий. Мы также знаем, что раньше фестиваль длился 5 дней, а теперь только 3, а это значит, что в то время произошло что-то, что привело к таким изменениям. Его теория заключается в том, что учителя хотели сократить количество дней, в течение которых проходил фестиваль, но ученики не были готовы уступить. Они организовали несколько протестов, и должно быть было много общего недовольства, но в конце концов они пришли к соглашению с учителями и смогли организовать фестиваль так, как хотели. Сики, должно быть, был одним из зачинщиков этих событий, и это привлекло к нему внимание учителей. Чтобы предотвратить дальнейшие волнения, преподаватели, должно быть, решили избавиться от него, но не могли сразу его выгнать, потому что другие ученики считали его героем. И если бы они его выгнали, это могло бы вызвать много споров и привести к дальнейшим проблемам. Поэтому они решили потянуть время и подождать пару месяцев, пока все уляжется, а когда все успокоилось, они выгнали его по каким-то другим причинам. Он, наверное, ушел как герой, и поэтому номер 2 в списке его запомнил. Он, наконец, замолчал и посмотрел на остальных, которые были в восторге от его выводов. Иру грустно улыбнулась и опустила глаза, сказав, что теперь она наконец знает, что случилось с ее дядей, и Ибара и Сатоши тоже сказали, что у них нет возражений против этой истории, потому что она кажется правдоподобной. Но Иру, похоже, все равно была не очень довольна результатом и спросила, почему, если он ушел из школы с гордо поднятой головой, как герой. Она плакала, когда он рассказал ей об этом, когда она была маленькой. У Хатара не было ответа на этот вопрос, и Иру быстро покачала головой и поблагодарила его за помощь, потому что тайна наконец раскрылась. Они собираются уходить, и Иру дает Хатара свой зонт, потому что уже начался дождь. Абсолютный король Рис, конечно же, всегда готов и взял с собой дождевик,
и, попрощавшись, они уходят из ее дома. По дороге домой Сатоши начинает говорить о том, что Хатара, похоже, наконец-то чем-то увлекся и прилагает к этому усилия. Хатара ничего не отвечает, но Сатоши спрашивает, не потому ли это, что ему нравится Иру. Он смотрит на него и говорит, что ничего такого нет, просто ему надоело жить серой жизнью, и он хочет добавить в нее красок. Он говорит Сатоши, что когда видит их троих, ему становится не по себе, и он тоже хочет что-то сделать. Может быть, он просто завидует их яркой жизни, в отличие от своей серой. Сатоши не знает, что сказать, и они молча садятся на велосипеды и уезжают. Он возвращается домой и думает о сегодняшнем разговоре. Он вспоминает, как впервые увидел Эру и проводил с ней время, и понял, что мир больше не кажется ему таким мрачным, и вокруг него все стало цветным. Это было тепло и приятно. Он задается вопросом, такая ли жизнь у Секи, но прежде чем успевает подумать об этом, ему звонят, и он спешит ответить на звонок. Звонит ее сестра, которая говорит, что переехала в другую страну, и ей там очень нравится. Она рассказывает о своих приключениях, а потом спрашивает, как у него дела. Хатара отвечает, что активно работает над созданием антологии, а потом говорит, что прочитал Хику. Это имя сразу привлекает ее внимание, и она говорит, что Хика был одним из ее любимых персонажей, и спрашивает, есть ли еще какие-нибудь истории о трагедии добросердечного Хиросики. Это слово привлекло его внимание, и до сих пор, насколько он знал, Секи покинул школу как легенда и был доволен тем, что сделал, но слово «трагедия» сюда не подходило. Батара быстро просит сестру рассказать подробнее, но она говорит, что ей нужно идти, и заканчивает разговор. Он возвращается в свою комнату и снова раскладывает бумаги, понимая, что история, которая у него есть, и теория, которую он создал, неполные. Здесь явно есть еще какая-то часть, потому что, согласно истории, он должен был покинуть школу с улыбкой на лице и любовью всех учеников, и не должен был ни о чем жалеть. Но если это была трагедия, то чего-то важного не хватает. Он еще немного думает и понимает, что для большинства людей старшие классы – это самые счастливые годы в их жизни, когда они могут жить полной жизнью. Но для Секи его счастливая жизнь оборвалась внезапно, и ему пришлось вернуться к полноценной жизни после окончания школы. Может ли такой человек быть по-настоящему счастливым? Он понимает, что это не героическая история, как он думал, а что-то гораздо более мрачное, скрывающееся за розовым фасадом. На следующий день он зовет Ибару, Эру и Сатоши в клубную комнату навстречу. Он заходит в клубную комнату и видит, что они уже там, и когда Ибара спрашивает, зачем он их позвал, он отвечает, что есть часть истории, которая до сих пор не раскрыта и окутана тайной. Иру смотрит на него сияющими глазами и говорит, что даже ей кажется, будто в истории чего-то не хватает, а Хактара отвечает, что не стоит волноваться, потому что сегодня они смогут заполнить пробелы и узнать всю историю. Ибара спрашивает, о каких пробелах он говорит, а Сатоши спрашивает, не ошибается ли он в своей теории. Хатара отвечает, что не думает, что ошибается, но в истории определенно есть какие-то нюансы, которые привели к неправильному толкованию. Он утверждает, что им нужно больше узнать о предисловии к хуке, в котором используется слово «жертва». Он утверждает, что слово «жертва» можно использовать в разных значениях, как в положительном, так и в отрицательном, и им нужно выяснить, что именно означает это слово в данном случае. Сатоши смотрит на него и говорит, что невозможно просто понять, в каком смысле здесь использовано это слово, и если они хотят знать наверняка, им нужно найти автора оригинала. Хатара смотрит на него и говорит, что именно это они и собираются сделать. Сатоши удивленно смотрит на него и спрашивает, знает ли он, кто автор. Он говорит, что немного поискал и нашел имя автора. Он протягивает Ибаре листок бумаги и спрашивает, знакомо ли ей это имя. Она смотрит на него широко раскрытыми глазами и говорит, что автор Хуки никто иной, как библиотекарь. Сатоши спрашивает, уверен ли он, что это та самая библиотекарша, ведь у многих людей одинаковые имена, но он отвечает, что сделал математические расчеты. И ее возраст совпадает с тем, что указано в документах. А когда он поспрашивал, то узнал, что ей 45 лет, и она состоит в клубе классической литературы. Затем он говорит, что им нужно поторопиться, потому что у него назначена встреча с ней, и она скоро освободится. Они быстро собирают вещи, выходят из комнаты и направляются в библиотеку. Они заходят в библиотеку и видят, что библиотекарша все еще расставляет книги по местам. Она улыбается им и говорит, что у нее еще есть немного работы, и спрашивает, не возражают ли они, если она закончит, пока они будут разговаривать. Эруба быстро подходит и начинает помогать ей с книгами, а Хатара достает предисловие от Хюки и спрашивает, не она ли его написала. Она смотрит на него и отвечает, что это действительно она, а затем говорит, что по ее мнению они все здесь, чтобы узнать, что произошло 45 лет назад. Она спрашивает, почему они интересуются событиями, которые произошли полвека назад. Эру отвечает, что Сики был ее дядей, и она хочет знать, что с ним случилось много лет назад.
Она спрашивает Эру, как поживает Сики, и та отвечает, что он пропал в Индии, и с тех пор, как он уехал, прошло 7 лет, и от него нет никаких вестей. Они все смотрят на нее и просят рассказать о событиях, которые произошли 45 лет назад, и уточнить, верна ли теория Хаттера. Она смотрит на них и спрашивает, о какой теории они говорят, на что они отвечают, что он выдвинул гипотезу о том, что могло произойти и привести к его отчислению. Она заинтересовывается и говорит, чтобы они все пришли к ней в кабинет. Когда они приходят, она берет записи Таро и внимательно их читает. Она удивленно спрашивает, неужели он создал всю эту теорию только на основе сборника стихов, и говорит, что кажется, будто он был там, когда все это произошло. Это почти идеально. Однако Таро говорит ей, что по его мнению в теории есть пробелы, и он хотел бы знать, действительно ли Сики исключил всех студентов, и если школа сделала это добровольно. Или за этим стоит что-то еще. Она грустно опускает глаза и говорит, что он прав, и что часть истории упущена. Она вспоминает случай, когда была намного моложе и только поступила в старшую школу. Школьные фестивали тогда были очень популярны, и весь город был полон студентов, которые хотели посетить или принять участие в каком-нибудь из них. Атмосфера была наэлектризована, и школьный фестиваль был одним из самых важных событий для всех учеников того времени. По ее словам, в тот год, когда она поступила в старшую школу, школьный фестиваль зашел слишком далеко, и между учениками начались стычки. В итоге директор школы принял неожиданное решение сократить фестиваль с 5 дней до 2, при этом введя множество ограничений для учеников. Вся школа была в смятении, проходили митинги и демонстрации, дошло даже до того, что ученики пытались силой заставить директора изменить решение. Лидера этого движения нужно было найти, но было ясно, что после всего этого ему сильно достанется. В итоге человек, который возглавил движение, скрыл свою личность, и Сики пришлось взять на себя ответственность за это движение и за все последствия. По ее словам, Сики был тихим парнем, который ненавидел конфликты, поэтому не мог дать отпор. Протесты становились все масштабнее, и в итоге учителям пришлось вернуть пятидневный фестиваль вместо того, чтобы сделать его однодневным. Той ночью ученики сожгли свои плакаты и знамена в огромном костре на территории школы, чтобы отпраздновать это, но огонь быстро вышел из-под контроля, и одно из старых школьных зданий сгорело дотла. Пожарным понадобилась целая ночь, чтобы потушить огонь. На следующий день учителям нужно было кого-то наказать, и кто лучше всего подходил на эту роль, чем лидер движения. Все закончилось тем, что Сики исключили из школы, и ни один ученик не выступил в его защиту. Все молчали и позволили принести Сики в жертву как ягненка. В этом не было ничего героического. Все они наблюдали, как на их глазах приносили в жертву одного из их товарищей, в то время как он звал на помощь, но никто не обращал на него внимания. Она смотрит на них и говорит, что вот и вся история, и спрашивает, есть ли у них еще какие-нибудь вопросы. Иру встает и спрашивает о названии проблемы номер 2 Юка. Она отвечает, что Юка — это имя, которое выбрал сам Сики, и что она понятия не имеет, почему он выбрал именно это имя. Внезапно Хаттара заканчивает со вздохом. Он опускает глаза в пол и спрашивает их, как они могли не понять, что это значит. Они все смотрят на него в ожидании, желая узнать, что же это на самом деле значит. Он отвечает, что слово «хука» — не что иное, как глупая игра слов. Все смотрят на него с удивлением, но постепенно до библиотекаря доходит, и даже до Ибары. И Сатоши, кажется, понял, в чем дело, но Иру кажется таким же невежественным, как и раньше. Она спрашивает его, что именно он имеет в виду, и Хаттара объясняет ей это в понятных выражениях и записывает на листке бумаги, который она читает, и ее глаза наполняются слезами. Слово «хьюка» в прямом переводе на английский означает «мороженое». Он намеренно назвал эту проблему «хука», потому что хотел скрыть свои истинные чувства по поводу всего этого испытания, описанного в книге. Он написал «хука» как игру слов на тему мороженого, поскольку на самом деле хотел сказать «я кричу». Он хотел закричать, что это не он был зачинщиком протеста. Он хотел закричать, что он невиновен. Он хотел закричать на других студентов, которые не помогли ему. Она говорит ему, что теперь она поняла, почему она тогда заплакала. Она заплакала, потому что он сказал ей, что иногда твои друзья отворачиваются от тебя, даже когда ты зовешь на помощь. Они просто смотрят, как тебя съедают заживо, и все, что ты можешь сделать, это кричать. Мысль о том, что тебя могут съесть заживо, напугала ее до смерти, и она заплакала. Затем она посмотрела на Хаттара и поблагодарила его за то, что он помог ей разгадать эту тайну, и теперь она может отпустить своего дядю и жить спокойно. На следующий день они снова встретились в клубе, и на этот раз Ибара тоже подготовила черновик антологии. Она показывает его Иру, которому он очень нравится, и отдает Хаттара, который просматривает его и жалуется, что ему придется написать всю основную часть истории. Ибара лукаво смотрит на него и отвечает, что это он разгадал тайну,
поэтому вполне логично, что он напишет основную часть истории, как и полагается за победу. Эру, как настоящая вайфу, говорит Хатара, что если он не хочет писать, она может сделать это за него. И, конечно, он соглашается, но Ибара останавливает ее и говорит, что сам напишет. Хатара недовольно смотрит на нее, но в итоге соглашается, когда она говорит ему, что нужно немедленно начать писать статью для сборника, потому что времени осталось мало. И он обещает ей, что сделает это. Позже в тот же день Атара и Иру решают вместе пойти домой, и по дороге она говорит ему, что была удивлена, когда он согласился написать статью для сборника. На это он отвечает, что не соглашался писать, а просто был вынужден и не смог отказаться. Он говорит, что решил посвятить статью Секи в память о нем и о трагедии, которая с ним случилась. Он вдруг смотрит на нее и спрашивает, почему она согласилась принять помощь Сатоши и Эбары, если раньше была против того, чтобы рассказывать о своем прошлом. Она опускает взгляд и отвечает, что рассказала им о своем прошлом только потому, что не хотела забывать об этом. Она объясняет, что мать сказала ей, что скоро, через пару лет, все это покажется ей неважным, и она будет смеяться над тем, что когда-то плакала из-за слов дяди. Это заставило ее задуматься о своей жизни и о том, стоит ли ей просто забыть обо всем, ведь это больше не имеет значения для нее. Позже, поговорив с Хатарой, она поняла, что хочет запомнить это время, каким бы незначительным оно ни было, и хочет сохранить его в своем сердце навсегда. Наконец-то начались летние каникулы, и Ура смог уговорить Хатара поехать с ними на горячие источники, чтобы отдохнуть и расслабиться. Они сели в автобус и отправились подальше от городской суеты в спокойную сельскую местность. Паторо, который всегда был один, очевидно почувствовал себя плохо, потому что не привык к поездкам. Когда они остановились на автобусной остановке, он выглядел очень больным и его тошнило. Эбара сказала ему, что у ее двоюродных братьев есть гостиница, где они могут остановиться, потому что там сейчас ремонт и они не могут принимать гостей. Они подождали, пока приедет фургон, и сели в него. Когда они добрались до гостиницы, Хатар едва мог выйти из фургона. Она представила им своих младших двоюродных братьев, Рая, старшего, и Кайо, младшего. Они обменялись приветствиями и проводили их в комнаты, чтобы они могли немного отдохнуть. Сатоши был, как всегда, весел и показал Хатару вид из окна, и даже Хатар сказал, что вид был невероятно красивым. Но прежде чем они успели провести больше времени в комнате, Абара позвала их на ужин, и они спустились вниз. Они поужинали вместе, а потом Хатар вернулся в свою комнату, но обнаружил, что Сатоши там нет. Он понял, что Сатоши, должно быть, пошел на горячие источники, и решил просто полежать в комнате и посмотреть телевизор. Но через некоторое время ему становится скучно, и он решает, что тоже хочет сходить на горячие источники, ведь именно за этим он сюда и приехал. Он берет полотенце и выходит из комнаты, где встречает Эру. Он спрашивает, куда она идет, и она отвечает, что тоже хочет искупаться в горячих источниках. Они идут вместе, и она говорит, что Эбара кажется очень счастлив здесь, а она идет играть с сестрами, поэтому не пойдет с ним купаться. Они идут в свои отдельные купальни, где Хатара наконец-то погружается в воду, чтобы расслабиться, и встречает Сатоши. Они немного болтают, но вдруг у Хатара начинает кружиться голова, и Сатоши приходится быстро вытащить его и отнести в комнату. Ибара и Сатоши помогают ему лечь на матрас и накрывают одеялом, чтобы он немного отдохнул. Через некоторое время в комнату заходит Иру и спрашивает, как он себя чувствует. Ватару быстро отвечает, что с ним все в порядке, и поворачивается, чтобы что-то сказать, но Иру встает и говорит, что они все в соседней комнате рассказывают истории о привидениях. И если ему станет лучше и он захочет присоединиться, то они будут рады. Позже Хатара подслушивает их рассказы и, так как ему больше нечем заняться, начинает слушать. Он подслушал, как они рассказывали легенду о том, что давным-давно в эту гостиницу пришел мужчина, у которого были проблемы, и в итоге он снял комнату номер 7 в другом здании. Он заплатил за нее заранее и все время там жил. Он не приходил на обед или ужин и просил персонал не беспокоить его. Однажды ночью постояльцы гостиницы услышали громкий крик. Они побежали туда и увидели женщину, которая стояла на коленях и в ужасе смотрела на мужчину, который жил в комнате номер 7. Он висел на веревке в своей комнате. Оказалось, что он украл много денег у компании, и когда его бизнес прогорел и он не смог их вернуть, он решил покончить с собой. Рии продолжает, что с тех пор, как произошел этот случай, каждый, кто остается в этой комнате, видит силуэт повешенного мужчины, а однажды постоялец внезапно заболел и умер. Когда это стало известно, вызвали старейшину их семьи, который позвал экзорциста и провел ритуал, чтобы злой дух отправился на небеса. А прямо перед гостиницей построили новое здание. Теперь туда никто не заходит, и здание стоит заброшенным.
Хотара встает и смотрит в окно на комнату, в которой умер мужчина, и решает закрыть окно, потому что ему холодно. Вдруг он замечает маленькую тень, которая выбегает из гостиницы, но не придает этому значения и ложится спать. На следующий день он просыпается и видит перед собой самое прекрасное зрелище, какое только можно представить, но он не ценит настоящую красоту. Поэтому просто приводит себя в порядок и спускается вниз позавтракать. Но к своему ужасу видит, что Айбара прилипла к Иру и выглядит напуганной. Вальтера спрашивает, что случилось, и она отвечает, что прошлой ночью после полуночи проснулась от порыва ветра, а когда повернулась, чтобы закрыть окно, увидела силуэт мужчины, свисающего с потолка в 7-й комнате. Они все садятся завтракать и снова подшучивают над Айбарой, говоря, что ей, наверное, это приснилось, потому что они все рассказывали страшные истории. Но она отвечает, что уверена, что видела это своими глазами. Майе кажется очень неловко, и она говорит Раю, что отец велел ей никому не рассказывать эту историю. Но она не обращает на это внимания. Иру наклоняется к Хотаре и спрашивает, что он думает по этому поводу. Хотара отвечает, что, наверное, Айбаре это приснилось, но Иру говорит, что она не могла этого придумать, потому что даже она видела силуэт, свисающий с потолка. Хотара в замешательстве смотрит на нее, и она говорит, что когда Айбара испугалась, то разбудила ее, и когда она посмотрела в окно, то тоже увидела это. Джатара все еще выглядит невозмутимым и утверждает, что даже она могла принять это за что-то другое. Это злит Айбару, и она просит его рассказать, что она видела в окне, если это не был силуэт повешенного. Очевидно, что это очень заинтересовало Иру, и она заставила его помочь ей разобраться в этом. Они оба возвращаются в комнату Атаро, и он задает ей несколько вопросов о том, что она видела. Они решают пойти и посмотреть в комнате номер 7 и просят Майю отвезти их туда. Как только она слышит, что они хотят пойти в комнату номер 7, она начинает нервничать и говорит, что не может отвезти их туда, а потом убегает. Затем они спускаются вниз, и Хотара понимает, что прошлой ночью должно быть шел дождь, но они не успевают это проверить, потому что сзади появляется Майя и говорит, что пора обедать. Они возвращаются в столовую и обедают, а когда заканчивают, Майя появляется в кимоно, которое ей очень нравится. Сакши отводит Хотара в сторону и говорит, что Майе, похоже, нравится кимоно, но Рэй не разрешает ей его примерить. Хотара отвечает, что его это не волнует, и вдруг чувствует, что кто-то смотрит на него из-за двери. Он оборачивается, но никого не видит. Он не понимает, что произошло, и решает пойти на горячие источники вместе с Иру. Когда они оказываются в воде, он снова встречает Сатоша, который говорит, что вчера барабаны стучали до поздней ночи, и он удивился, что Хотара ничего не слышал. Хотара оглядывается и спрашивает, был ли вчера в этом районе праздник, и Сатоша отвечает, что да. Похоже, он наконец-то сложил все кусочки головоломки. Он возвращается вместе с Эру и объясняет ей, что вчера она видела не повешенного человека, а силуэт сохнущего кимоно. Она кажется удивлена, но он говорит, что Майя без разрешения взяла кимоно Рай и пошла на фестиваль. Вчера вечером он видел, как она выбежала из гостиницы, но оказалось, что ей не повезло и начался дождь, поэтому она вернулась. Поскольку кимоно было полностью мокрым, она расстроилась, потому что Майя должна была отдать его ей на следующее утро.